Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. Сегодняшнее видео у меня по просьбе подписчицы, которая попросила показать, как я делаю обыкновенную куклу. Ну, я бы так сказала, в стиле мотанка. Не как положено мотанка, а в стиле мотанка, потому что я делаю, ну, так, как мне захотелось, по-своему. Можно даже сказать, пренебрегая там какими-то правилами, которые существуют при изготовлении оберегов. Ну, потому что я, вот видите, не именно оберег, а вот просто как бы и куколки делала. Вот, вынося туда свое авторское. И что я хочу сказать, вот кто поймет сам принцип, вот как это все делается, да, вот этого мотания, тот может сделать абсолютно любую куклу. Вот мне, например, заказывали, просили сделать к Новому году обезьянку в таком стиле. Вот, пожалуйста, видите, получается. Петушка тоже, вот, пожалуйста. Так что смотрим. Девочки, я хочу показать сам принцип куклы-скруточки, да? Кто-то не обязательно хочет вот прям именно оберег сделать как положено. Просто вот хочет своими руками куколку. Я покажу принцип, а уже остальное все нарабатывается с опытом. Я использую вот такую вот половую тряпку, ткань. Да, не тканка или как она называется. Покажу потом, как я делаю головку куклы. Вот такой вот ситчик. Можно трикотаж белый от футболок брать. Всякие вот еще с советских времен кружавчики. Ну, в общем, вот всякие кусочки кружав, тесьмы. Всякие обрезочки вот я собираю. Можно, вот видите, тут это от какой-то куклы кто-то еще шил тоже в советские времена. Ну, можно отрезать, вот пригодится красивые кружевцы. Все это у меня лежит на всякий случай. Вдруг когда что пригодится. Вот это все очень нужное, да, ленточки атласные. Вот, потом вот такие вот ниточки крепенькие. Нитки можно любые, не обязательно. Ну, я просто показываю то, что я использую. Вот такие вот нитки. Можно какие-нибудь вот такие ниточки. Можно обычные в катушке. Вот так. И всякие вот с мелким рисуночком. Вот такой расцветки ткани. Для пэтчворка продаются такие. Можно, как говорится, из своих закромов домашних что-то подоставать. Вот. Потом клеточка очень хорошо подходит. Вот у меня обрезки есть от рушника. В общем, в принципе, все, что есть дома. Главное, удачно скомпоновать ткани. А для этого я советую посмотреть в интернете других кукол и сделать, например, по образцу, да, глядя на уже готовые, хотя бы цветовую гамму подсмотреть, если у кого-то, например, фантазия не работает. Вот. Теперь, как я делаю голову куклы? Я беру вот этот вот материал, который половая тряпка. Вот отрезаю вот такой где-то ширины ленту. Ну, сантиметров там 5-6 где-то ширина у меня. И вот так вот с краешку отступаю и затягиваю. Все, несколько витков сделала, затянула. Узелок я не завязываю. И у меня получилось вот так. Теперь беру вот эту вот часть, хвостик, вставляю внутрь. Так вот подтягиваю все. Вот этот хвостик ниточки тоже можно туда убрать. Подтягиваю все. Так, и снова заматываю. Несколько виточков, ну там 2-3 достаточно. Видите, уже появился шарик у меня. Опять беру внутрь, вставляю, все разравниваю и опять затягиваю. У меня снова шарик, но уже побольше. Теперь и стараюсь все делать как бы с одной стороны, но оно так и получается, где лицо.
А где вот сзади головка, там у меня вот так вот. Так, опять внутрь вкладываю, заматываю. И так я делаю до тех пор, пока у меня не начнет получаться такой шарик, такого размера, какой нужен мне. Какую я куколку. Может быть, я хочу небольшую маленькую куколку, мне достаточно вот уже такой головки. А может быть нет, я хочу побольше. Тогда я продолжаю делать эти операции. И головка получается кругленькая, очень-очень плотненькая. Вот. Еще. Я хочу сегодня побольше сделать. Так. Вот, смотрите. Я думаю, достаточно. Вот. Это лицо. Видите, как все гладенько. А сзади вот так. Это ничего страшного, роли это никакой не играет. Все это будет закрыто. Но зато вот такая у меня ровненькая, красивая головка получается. Вот. И лишнее теперь можно резать. Лишнее я отрежу ниточку. Вот такая у меня основа для головы получилась. Теперь ее нужно обернуть начисто. Ну, в идеале хорошо, мне нравится, когда, например, трикотаж от белой футболки, он тянется и все прямо отличненько получается. Когда трикотажа нет, вот ситчик я беру. У меня еще плотный ситец какой-то, как с лавсаном, что ли, это от халата, от медицинского. Вот. А если такой-то ситец, он же рыхлый, он получше тянется. С ним неплохо тоже получается обернуть. И начинаем оборачивать головку. Вот вы видите, я вот так вот серединку, макушечку кладу, уголок к уголочку, вот таким образом. И начинаю аккуратненько, пытаясь расправить все складочки, вот таким вот образом, как платочком, обернуть голову этой тканью. Честно, девочки, я не знаю, как это все делают другие мастерицы, кукольницы. Ну, у меня как-то вот я, конечно, смотрю вообще в жизни там чужие мастер-классы, да, но не знаю, мне как-то вот я сажусь, когда я все равно по-своему делаю, как мне кажется, что попроще, побыстрее, вот, поэтому, может быть, я что-то делаю неправильно, но я вот как-то навострилась, и у меня довольно-таки такие неплохие потом куколки стали получаться. Вот таким вот образом, видите, я обернула, и вот здесь у меня личико ровненькое получается, и теперь можно продолжать дальше. Но перед тем, как мы будем продолжать, нам нужно определиться, какие ткани мы возьмем на платьишко, на рубашечку, да, когда ручки будем делать вот на рукава, какого цвета у нас косыночка будет там, под косыночку, какую ленточку мы будем подкладывать. В общем, чтобы у нас куколка была не абы чё, а чтобы гармонично все цвета подходили, смотрелись. От этого тоже зависит потом, как она будет выглядеть, потому что иной раз я видела таких кукол, но там белиберда сплошная. Вот, поэтому сейчас давайте подберем тканюшки, с чем мы будем работать. Девочки, смотрите, если, например, возникает проблема с подбором ткани, советую так, можно просто использовать два цвета, и будет замечательно тоже. Например, вот сейчас возьмем вот такую ткань в клетку. Или можно, например, у вас просто красная ткань, или просто синяя, да? Вот. Но я вот возьму вот такую в клеточку ткань. И, например, вот такая у меня еще лента есть. И все. И
белый. Белые рукава, белая косынка будет. Вот. И все у нас замечательно получится. И, например, еще потом может быть сверху вот беленький фартучек. Ну вот у нас вот так тогда. Давайте вот так. Вот. И вот с этим будем сейчас работать и делать нашу куколку. Сначала я под косыночку сделаю вот для красоты вот эту тесемку сейчас. Так, как бы так, чтобы это было видно цветочки. Значит, вот таким вот образом сейчас я вот так вот сделаю. Вот, видите? Вот. И опять же заматываю, прикрепляю ниточкой. Лишнее можно отрезать, может быть, еще пригодится для куколки. Кусочек как раз тоже подходящий остается. Так, пока на голове. На этом остановимся и будем делать ручки. Ручки делаем так. Вот квадратик я беру, ну, где-то 13 или там 15 сантиметров сторона, да, квадрата. Вот так с одной стороны я подгибаю. Вот. И сворачиваю. Сначала края заворачиваю, потом еще разочек, еще разочек. Тут уже как бы вы сами ориентируйтесь. Пропорции какие-то. Ничего, несколько раз сделаете. И вот смотрите, для того, чтобы это покрасивше смотрело, лучше какой-нибудь контрастной ниточкой вот в цвет одежды вашей куколки, да, вот намотали и закрепили, завязали узелочек. Вот так. И отрезали. Вот одна рука готова. Потом мы эту руку вот так будем тоже приматывать. Вот. И вторую также делаем. С одного краешка подогнули, потом с двух сторон, и вот так вот все заворачиваете, чтобы все шовчики были внутри. И закрепляете ниточкой. И поверьте, когда вы сделаете десяток таких куколок, да, там поэкспериментируете с одеждой, и к вам придет озарение. И они у вас будут очень красивенькими получаться. Вот, потом мы вот эти ручки прикладываем вот так с боков. Вот. И опять заматываем нашей ниточкой ФБшной, такой вот крепкой. Можно завязать на узелочек сзади. Ой. Так. Поправили, расправили, никуда не торопитесь. Вот, все хорошо, все идет по плану. Для платьишка я вот такой вот вырезала прямоугольник.
Ну, здесь тоже, что тут, сантиметров, наверное, 13. И вот, наверное, на 20 где-то приблизительно. Да, специально не говорю размеры, потому что это не столь важно. Вот эти вот сантиметры. Делаете все произвольно. Вот, где-то, допустим, чтобы края не махрились, вот, взяли вот так на сыпучих тканях и сделали бахромушечку. Вот, сейчас вот так вот все. Вот такой вот у нас кусочек. И теперь берем, так, кладем куколку вот так, лицом вниз, и оборачиваем просто этой тканью. И вот в районе, опять же, где мы и заматывали, где у нас в районе шеи, мы опять вот так вот, ой, все время я говорю мы, это же я так делаю, да, я вот так вот закрепляю ниткой. Завязываем. Теперь мы это все отгибаем, отворачиваем. Так, на данный момент вот у нас что сейчас получилось. Так, что мы хотели? Мы хотели еще фартучек. Я, вернее, хотела. Сейчас я отрежу. И вот так вот тоже этот фартучек привяжу. Для этого вот я сейчас ниточку возьму. Таким вот образом привяжу. Ну, можно еще что-нибудь сюда добавить. Например, можно вот этой же тесьмой. Сейчас я отрежу вот здесь. Можно еще и вот эту тесьму в середину, ленточку пустить. Есть тут у меня еще что-нибудь с красненьким. Ну, такого более подходящего нету. Вот. Ну, сейчас я вот так сделаю. Это вот здесь вот я привяжу. Тут даже, знаете, по ходу как бы сама куколка вам будет подсказывать, во что она захочет быть одета. Это так здорово. Иной раз вот ты что-то придумал для нее, а она говорит: не хочу. А она говорит: не хочу. Так, а вот это, например, я сейчас вот сюда приделаю и посмотрю. Ну, не понравится, можно всегда убрать. Ну вот пришла мне в голову мысль, я хочу попробовать. Так. Здесь завязываю. Вот. Отрезаю лишнее. Вот так это выглядит. И теперь можно лоточек сверху завязывать. Лоточек вот треугольничек беру подходящий. Опять же, чтобы там краюшки не были размахренными, там всякие кусочки ниточек не торчали. Все это можно вот так вот бахромушечку сделать.
Вот и с другой стороны. Вот. Здесь не обязательно, потому что здесь мы вот так вот же все равно подвернем. Так. И начинаем завязывать платочек. Так, придерживаем ручками. И вот для удобства, смотрите, вот так. Вот первый этап сделали, да? Так, придерживаете. Я, наверное, вот такую беленькую ниточку возьму, чтобы ее меньше было видно. И как бы закрепили немножко наметочку вот эту. Оторвалась. Вообще я не планировала отрывать. Вот. И теперь немножко кривовато что-то получилось. Сейчас подправлю. Вот, и теперь уже, когда вот она у вас сама держится, да, вы уже спокойненько здесь будете завязывать, как вам захочется этот платочек. Оборачивать вокруг шеи. Потому что без вот этой вот нитки сложновато это будет делать. Вот. И даже я вот как в этом случае, как сейчас, да, у меня вот это вот ситец, который, не знаю, может и не ситец, какой-то как с лавсаном жесткий, да, мне трудно завязать. Бывает мягенький, там легко, а это вот трудно. То я просто беру и опять же вот так вот ниточкой вот за край закрепляем. Обмотала, завязала сзади узелочек, и все, никуда не денется. Сейчас отрежу. У меня, конечно, не глаженная, хочется побыстрее показать. Вот такая вот куколка получилась. Видите, вот всего два цвета использовала я, красный и белый. И смотрите, как красиво смотрится. Такая вот у меня получилась сегодня девочка. Ничего вообще сложного абсолютно. Там замотали, сям замотали. Вот. Я же говорю, у кого своей фантазии не хватает, вот образ можно посмотреть на других картинках, на других работах. Вот. Ну, у меня вот так сегодня вышло. Так что, девчонки, пробуйте. Если что, пишите комментарии, я почитаю. Может быть, какие-то у вас еще там просьбы, пожелания. Покажу еще то, что я как делаю. Ну все, всем пока-пока.